О, привет. Я Думка. А это Half-Life 1. Вы когда-нибудь думали, можно ли пройти эту игру, вообще не получая урона? Если вам нужен короткий ответ на этот вопрос, то да, это возможно. Можете закрывать видео. А для всех остальных я покажу, как мне удалось это провернуть и какие сложности мне встречались на пути к полному прохождению игры, не получая урона, а также не используя загрузки. Такое успешное прохождение игры в прямом эфире я сделал у себя на Twitch-канале. Поэтому, если вы хотите убедиться в легитимности этого прохождения, я оставлю ссылку в описании на запись стрима, а также на демку. И перед тем, как мы начнем, я должен обговорить правила челленджа, которые я установил для себя. Это челлендж-ран, это не спидран. В целом, неважно, за сколько времени я пройду, важно просто выполнить некоторые условия. Первое правило, очевидно, я должен не получать никакого урона. Мое здоровье и броня не должны уменьшаться на протяжении всего прохождения. Второе, я должен не загружаться. Все прохождение должно быть сделано одним сегментом, то есть без загрузок сохранений от начала до конца игры. Третье. Я могу ускорять катсцены. В Half-Life обычно нельзя пропускать катсцены, потому что они происходят вокруг тебя, а мне приходится их смотреть каждое прохождение. Поэтому я оставил за собой право иногда ускорять время, чтобы каждый раз не пересматривать в миллионный раз, как ученый мне открывает двери в тест-чембер. Ну и одно дополнительное правило, которое дает очки стиля. Использовать как можно меньше спидранерских трюков. Не пропускать главы, уровни и так далее. А вот теперь точно все. Поехали. А вот тебя и записали в тетрадку. Итак, в самом начале игры нет ничего страшного, надо просто добраться до тестовой камеры. Ильтуха. Сталкер. По пути по старой спидранерской памяти я делаю этот простенький прыжок, а все остальное в этой главе тривиально и буквально вообще без риска. Когда я добираюсь до дверей тестовой камеры, я заталкиваю ученого в дверной проем, чтобы заклинить дверь. Я был абсолютно уверен, что если казуально посмотреть катсцену, то ты получишь урон от разваливающейся камеры. Но я сейчас это перепроверил, и кажется, я это выдумал. Поэтому этот прием ничего не дает. И только когда я дохожу до пульта управления, мне наконец дают возможность бежать дальше по сюжету. Наконец появляются первые препятствия и опасности. Если игрок достаточно быстрый, то всю вторую главу можно в целом просто пропрыгать, игнорируя всех врагов. На грузовом лифте есть стратегии уклонения от всех хедкрабов, но сам грузовой лифт едет слишком медленно, поэтому, как и все, кто проходил Half-Life больше одного раза, я просто аккуратно сползаю по наклонной поверхности шахты лифта. Дальше на разрушенный мост должен телепортироваться Bullsquid, который при этом моментально стреляет в меня. Поэтому я активирую триггер телепортации Сквида и отхожу назад за угол. Вот тут нужна небольшая пауза. Дело в том, что как спидранер я мог бы с помощью этой коробки перелететь на ту сторону моста. Но тогда это было бы нарушением дополнительного правила челленджа из-за спидранерского трюка, скипающего целый уровень. Поэтому мы игнорируем коробку и идем дальше по обычному пути. Отвечаю на этот вопрос. Эта комната не представляет угрозы, если не спешить и не делать лишних прыжков. Здесь я нажимаю кнопку лифта, находясь при этом снаружи, но касаясь двери лифта, и из-за этого игра думает, что я нахожусь внутри, поэтому меняет уровень на следующий. Это не скипает ничего важного, но экономит примерно 10 секунд, которые надо стоять в этом лифте. Скип заключается в том, что игра обычно делает вид, что мы куда-то едем, останавливаемся и двери долго открываются, но на самом деле это не так. Тут приходится немного сбавить темп. Хедкрабы порой делают очень пугающие резкие прыжки, поэтому везде, где есть шанс, что они на меня напрыгнут, я делаю остановки и спокойно заранее избавляюсь от них. Делаю небольшой крюк и забираю дробовик. В отличие от Black Mesa, тут мы получаем дробовик до того, как спасем охранника, и поэтому я не теряю много времени. Забираю дробовик и ухожу, оставляя охранника на съедение зомби. В этой части офисов из-за моего спидранерского опыта я знаю, что везде можно просто пропрыгать, если быть достаточно быстрым. Но при необходимости можно медленно и мучительно зачищать каждого врага. Чуть дальше в спидране обычно делают барни скип, и в целом я мог бы его сделать, но это тоже нарушило бы правила скипа уровней, потому что это пропускает целую карту с холодильником. В самом холодильнике из интересного есть небольшая опасность в виде крабов и неизбежного ожидания платформы, по которой мы заползем в вентиляцию. Забавный факт. В Black Mesa можно остановить эту платформу в нужном месте, но в оригинальном Half-Life такой возможности нет, а это приводит к тому, что двигающаяся платформа может зажать вашу задницу между собой и стенкой, что нанесет немного урона. Это не страшно для обычного игрока, но смертельно опасно для моего челленджа. Да, и еще очень важно не ломать коробки на платформе, потому что в них лежит броня, а броню нам нельзя подбирать ни в коем случае. Позже объясню почему.
После того, как я пролез в вентиляцию, мне нужно заранее швырнуть гранату дальше за угол, где сидит скримерский хэдкраб. Тут нет ничего сложного, в игре много таких крабов, которых разработчики специально поставили за углами. Важно лишь помнить обо всех таких крабах и убивать их без визуального контакта, чтобы у них не было шанса прыгнуть вам на лицо. На самом верху этой лестницы ждет еще один хэдкраб. Поэтому я не рискую и трачу на него гранату. Может показаться, что это слишком аккуратная игра, но с этим челленджем лучше не шутить. Даже очень маловероятная хрень рано или поздно случится. Поэтому стоит минимизировать вообще все то, что зависит не от меня. We've got hostiles. В спидране эта глава занимает меньше 10 секунд, но я в своем прохождении обещал не скипать уровни и главы, и вообще не использовать спидранерские трюки без необходимости. Поэтому тут я пойду по стандартному маршруту. Пока турели и хэдкрабы заняты ученым, я просто пропрыгиваю мимо. Тут я сделаю небольшую остановку. Убью вартигонтов, чтобы они не активировали турели. В более раннем варианте я пытался просто пробежать мимо, но турели вели себя слишком непредсказуемо, и иногда попадали в меня. Поэтому я решил проходить этот сегмент немного медленнее, но совершенно без риска. Правда, надолго меня не хватает, и после этих турелей я снова включаю автопилот и на скорости пролетаю оставшиеся лазеры и турели. Сразу после этого сегмента я встречаюсь с первым солдатом в игре. Дело в том, что солдаты оказались самым страшным противником на моем пути, так как их автоматы являются хитскан оружием, и от их выстрелов невозможно увернуться. Если военному дать шанс выстрелить, то получение урона почти неизбежно, поэтому именно эти враги портили большинство моих попыток. К каждой стычке с военными я подходил с заранее продуманным планом и пользовался любыми грязными приемами, которыми только мог. Первый военный не такой страшный, достаточно снова пропустить ученого вперед, и из-за скрипта военный обязан стрелять по ученому. Таким образом, игра дает нам понять, что военные на самом деле пришли не спасать ученых, а зачистить комплекс. Попытки скрыть информацию о произошедшем в Блэк Мезе. После короткой поездки на лифте я попадаю в помещение, где сразу 3 военных. К счастью, с ними можно не драться, если выполнить 4 точных прыжка до того, как они, следуя скрипту, расстреляют очередного ученого. Сразу после этого я выхожу на мост с барнаклами, где еще в детстве я для себя нашел небольшой скип. Можно сесть на язык барнакла и подождать, пока он поднимет меня до верхнего моста, после чего можно выстрелить в него пару раз и, освободившись, спокойно спрыгнуть на верхний мост. В следующей комнате все пойдет не по плану, поэтому эта стычка будет очень хаотичной. Но это идеальное место, чтобы рассказать об основном приеме, который я буду использовать на протяжении всего рана. Дело в том, что ИИ-солдат прописан так, что они очень боятся любой взрывчатки и пытаются в первую очередь прятаться от гранат, поэтому я буду пугать их гранатами, и пока они в замешательстве, я буду пробегать мимо или стрелять в них. И тут тоже нельзя подбирать броню. Позже расскажу почему. Это было плохо, но не смертельно. На самом деле драка должна была выглядеть вот так. После этого я выбираюсь на поверхность, и тут много военных. Но мне не обязательно с ними драться, можно просто проскочить мимо. Поэтому я просто кидаю гранату, чтобы их отвлечь, и бегу в бункер. В этой вентиляции сверху взрывается потолок, и если слишком долго ждать, то на веревке с вертолета спустятся военные. Я же лишь дождусь, пока упадут обломки, закончатся взрывы, и как можно быстрее спущусь вниз до того, как военные успеют спуститься. Это насчет обзоров. Это насчет того, что вот некоторые... На этом заканчивается страшная глава We've Got Hostiles, и открываются ворота в Blast Pit. Этот момент не сильно отличается от спидрана. Мне надо вызвать лифт и подобрать гранаты, потому что я потратил слишком много в прошлой главе. В целом можно подождать, пока лифт приедет наверх и спокойно поехать на нем вниз. Но мне не составляет труда просто спрыгнуть в шахту и в последний момент схватить лестницу. Внизу меня ждет телега. Я планировал на ней казуально проехаться, чтобы в конце красиво подлететь. Но из-за того, что я сидел слишком близко к краю, когда я встал из сидячего положения, моего персонажа скинуло с телеги, и мне пришлось идти до трубы пешком вдоль стены. В этой главе вообще нет военных, поэтому некоторое время я могу спокойно пропрыгивать мимо врагов и бежать дальше по сюжету. Тут я делаю небольшой прыжок, который совсем не обязателен, но экономит немного времени, и я его постоянно делал в спидранах, поэтому не боюсь упасть на пол с радиоактивной жижей. Кстати, в игре довольно много лифтов, и поездка на каждом лифте опасна на большом значении FPS, потому что иногда лифт движется слишком быстро и может заживать мои ноги. Поэтому во время поездок на всех лифтах я либо снижаю FPS, либо постоянно прыгаю, чтобы избежать невероятно глупого урона от лифта. В конце вот этого коридора на пути к Горынычу меня ждет большое количество хаундаев, 1 буллсквид и 2 хэдкраба.
В целом можно медленно по очереди всех застрелить, но быстрее просто пробэхопить мимо всех. Забавный факт. Многие игроки проходят это место, пропустив диалог с охранником, и из-за этого совсем не понимают механик Горыныча. Дело в том, что это существо на самом деле слепое, поэтому ориентируется на слух. Можно либо тихонько проползти мимо него, либо отвлечь его внимание гранатами, которые тут специально и положили в большом количестве. Я же делаю два дела сразу. Отвлекаю его гранатами и заранее взрываю преграды, чтобы на обратном пути было легче подниматься наверх. Несколько раз тут я получал урон от выстрела Булсквида с другого конца карты, и от этого зомби, решившего ударить в бочку и пожертвовав собой взорвать меня. Этот прыжок может показаться очень страшным, но на самом деле внизу там вода, и несмотря на то, что мы падаем несколько десятков метров, лужа в несколько сантиметров спасет меня от смерти. Теперь по сюжету мне надо подать питание, кислород и топливо в комнату с Горынычем и поджарить его тестовым запуском ракетного двигателя. По пути к кислороду и топливу в целом нет никаких страшных преград, но важно не спешить и помнить про хэдкрабов, которые сидят за углами во всевозможных вентиляционных шахтах. Как только я включаю подачу топлива и кислорода, больше я тут не задерживаюсь и бегу сразу к генератору. Для этого приходится вернуться на уровень к Горынычу, но, к счастью, в его камеру заходить не надо, и можно тихонечко сползти вот здесь, на этаж ниже. На пути к генератору меня ждет 3 хаундая, которые совсем не составляют угрозы, а сразу после них изначально предполагается, что игрок вызовет очередной лифт, который на полпути вниз сломается, и будет лишь немного времени, чтобы спрыгнуть на лестницу перед тем, как лифт упадет в радиоактивные отходы. Но я ждать не буду и сразу спрыгну на лестницу. Внизу есть сломанная труба, из которой вытекает радиоактивная жидкость, поэтому тут нельзя проходить по полу, а надо пройтись сверху по трубе. Зомби тут не угроза, но вот коляски, на которых надо кататься, могут зажать в текстурах и просто задавить меня, поэтому с ними надо быть очень аккуратным. Поднимаюсь наверх, включаю генератор, нажав 2 кнопки, после чего может показаться, что я опасно падаю вниз, но на самом деле тут все просчитано. По счастливой случайности, лестница ровно на такой дистанции, что зажимая кнопку движения вперед, я идеально приземляюсь на лестницу. Питание, кислород и топливо включены, и теперь надо лишь добраться до пульта запуска двигателя, чтобы открыть проход дальше. Это значит, что надо будет пройти мимо Горыныча. Помимо отвлечения внимания гранатами, можно воспользоваться еще одним приемом. У каждой тентакли монстра есть свое здоровье. Если нанести им достаточно урона, то они ненадолго уйдут вниз, что также немного облегчит проход мимо. На самом деле даже не надо входить внутрь комнаты управления, потому что в Half-Life нет проверки на применение сквозь стенки. Поэтому я просто поднимаюсь наверх и сквозь окно активирую запуск. Дальше я медленно сползаю по шахте с остатками монстра, чтобы случайно не получить урон от падения. А в самом низу на секунду отхожу от сюжета, чтобы подобрать револьвер, который мне очень пригодится сразу в следующей главе. На этом сегменте важно просто не спешить, чтобы не упасть в жижу. Но вот в самом конце, там где труба неожиданно обваливается, разработчики не придумали цивилизованного способа спуститься. Они планировали, что игроки, как и варвары, будут бежать вперед и падать на стол с аптечками, которые компенсируют урон от падения. Но я себе этого позволить не могу, поэтому приходится использовать одну из нескольких странных техник медленного спуска. Самый стабильный для меня оказался способ идти как можно ровнее вперед, и когда труба начнет падать, резко начать идти назад, как бы сползая задницей по трубе. Из ящиков очень важно подобрать мины, они мне пригодятся чуть дальше. В этой главе снова возвращаются военные, турели, вартигонты, и появляется еще и босс Гаргантюа, которого в конце этой главы надо будет поджарить электричеством. Да, знаю, снова большой монстр, которого надо поджарить, чтобы пройти дальше. Ладно, если серьезно, то Гаргантюа вообще-то убивать не обязательно для продолжения игры. В спидране просто пропрыгивают стенку и идут дальше. Но я так сделать не могу, потому что вода там наэлектризована, и единственный способ избежать урона — проехаться на телеге. Но вот для этого уже нужно подать питание на рельсы, а Гаргантюа не даст мирно проехать. Поэтому от него придется избавиться. По пути убиваю всех, чтобы они мне не мешали на обратном пути. Тут, когда игрок залезает на верхнюю часть этой лестницы, включается скрипт военного на самом верху, и он медленно выходит посмотреть вниз. Но первое время его нельзя убивать. Я слишком рано выстрелил под стволом, и все пошло не по плану. В итоге я все-таки успел среагировать и застрелить его, таким образом исправив свою ошибку. Следующего военного я очень резко пикаю из-за угла, не давая ему шанса успеть выстрелить. Так же, как и следующему военному не даю шанса, на ходу взрывая ящики, возле которых он стоит.
Перед тем, как спрыгнуть вниз на вентилятор, чтобы не разбиться, я устанавливаю мину ровно на таком уровне, чтобы с помощью того же самого вентилятора можно было запрыгнуть обратно наверх. Это очень рискованная стратегия, так как при неудачной попытке я могу подорваться на мине или упасть и разбиться. Но, во-первых, так можно будет скипнуть очередную стычку с военными, а во-вторых, это круто выглядит. Затем я спускаюсь еще ниже в подвал и выстрелами издалека ломаю коробку, которая блокирует насос, откачивающий воду из подвала. Делаю это издалека не только потому, что так быстрее, но и потому, что пиявки в воде тоже могут нанести урон. Включив насос, я бегу к пульту и перезапускаю генератор. Вот тут еще забавный момент. Перед тем, как прыгнуть на поток воздуха от вентилятора и полететь к мине, я нажимаю кнопку сохранения. Это ничего не дает, потому что если я получу урон, то челлендж зафейлится. Но я слишком волновался. А сохранение просто успокаивает. Даже если в этом нет никакого смысла, мне просто психологически спокойнее несколько раз сохраниться перед тем, как пробовать что-то очень рискованное. После того, как я забрался наверх, можно выдохнуть. И не забыв про военного за углом, спокойно идти к Гаргантюа. Сначала привлекаю его к окну, и после этого пытаюсь убедить ИИ Гаргантюа идти за мной. И когда он идет за мной, можно включать что-то типа катушек Теслы, похожих на затычки. В следующей главе будет значительно больше стычек с военными. За время челленджа мне приходилось несколько раз менять свой подход к ней. Изначально я просто пропрыгивал мимо всех врагов, оставляя военных и вартигонтов на съедение друг другу. Но ИИ врагов настроен так, что Гордона они воспринимают главной угрозой. Из-за этого враги иногда в процессе драки все вдруг дружно оборачиваются на меня и решают забыть о своих межпланетных распрях просто ради того, чтобы дружно испортить мне челлендж. Поэтому в итоге в этой главе я никуда не спешу и методично подхожу к каждой стычке. Уничтожаю всех, вообще не давая возможности солдатам стрелять в меня. Очень важно также не забывать, что у меня очень ограниченное количество взрывчатки. Скоро мне очень понадобятся все возможные подствольные гранаты, поэтому каждый выстрел здесь заранее просчитан. Вопросы для вписки с Думкой и ведущим Помидором. Начнем вписку с вопроса «Как тебя зовут?», а потом вот это. Тут совершенно не обязательно ехать на телеге, но мне очень нравится использовать ее чуть дальше для разминирования тоннеля. Вот тут я заранее слезаю с нее и прислушиваюсь к взрывам. Когда телега взорвала мину чуть дальше, вместе с этим взорвался и военный за ракетной установкой, тем самым устранив сразу несколько преград на моем пути. После этого в целом можно было бы медленно идти по бортику вдоль рельсы, но это было бы слишком медленно для меня, поэтому я рискую и начинаю бы хопить вдоль наэлектризованной рельсы по всей длине оставшегося туннеля. Кривая текстура или пропущенный прыжок тут автоматом приведут к фейлу челленджа. Верхний этаж здесь полностью заставлен ящиками со взрывчаткой, поэтому в щель между стеной и лифтом я закидываю гранату, чтобы заранее освободить проход. На этот момент большая часть ОАР уже пройдена, осталось всего несколько препятствий, но если двигаться так же спокойно, то проблемой будет только последний участок этих туннелей. Может быть, я не отвечаю на такой вопрос. Вот этот трюк тоже взят из спидрана. Его совсем не обязательно делать, он почти не экономит времени, но мне так уже просто привычно. Падаем на уголок и соскальзывая не получаем урон. Совсем немного я тут облажался, но к счастью это ни на что не повлияло. А гениальная стратегия с толканием коробки, чтобы спрятаться от пулемета, помогает пройти почти без риска. Сразу как я выхожу из-за угла, отправляю в сторону последних в этой главе военных одну подствольную гранату для отвлечения внимания и без риска избавляюсь от последних врагов. После чего запускаю ракету и жду, пока мне откроется проход в следующую главу. Использовать в насильственном каком-то ключе любые... Apprehension. Короткая, но очень интересная глава.
В самом начале здесь небольшой сегмент с плаванием. И дело в том, что в спидране тут плывут до самого конца, потому что хоть у Гордона и не хватает легких доплыть до конца, в первом Half-Life сделали так, что когда кончается кислород, то у Фримена начинает медленно отниматься здоровье. Но это лишь временно. Если игрок выживет и вылезет из воды, все отобранные ХП заполнятся обратно. Я знаю, что некоторые из вас не считали бы такой урон настоящим уроном, а восприняли бы это как механику кислорода. Но лично я себе бы не простил даже такого уменьшения здоровья. Поэтому мне по пути приходится делать остановки и дышать воздухом. Кстати, да, при этом всем еще надо избегать пиявок, потому что эти пиявки тоже могут укусить за задницу и высосать немного ХП. Тут, как и сильно раньше в ране, мы с помощью поездки на языке Барнакла скипаем небольшой кусочек. А здесь можно, не включая эти прессы, просто сразу запрыгнуть в конец. За меня? Не знаю, не знаю. И вот наконец я подошел к месту, ради которого я 40 минут избегал всю броню. Дело в том, что Гордону необходимо пройти через огромную холодильную камеру. И как и с кислородом, разработчики решили придумать еще одну механику. Типа при экстремально низких температурах аккумулятор костюма очень быстро теряет заряд. Но если у костюма изначально не будет брони, когда я сюда приду, то и терять нечего. Так же, как и с кислородом, некоторые из вас могли бы посчитать, что это не настоящий урон, раз он обуславливается тем, что это просто аккумулятор костюма теряет заряд от холода. Но меня такое оправдание не устраивает. Если я могу сделать так, чтобы за время прохождения не потерять никакого ХП, то я так и сделаю. После холодильника я подхожу к комнате, где меня ожидают женщины в латексе. Они не очень дружелюбные, а главное очень меткие и резкие, невероятно быстро передвигаются. Ну а поскольку сразу после них у меня отберут все оружие, на них можно использовать все оставшиеся ресурсы. Именно для этого я собирал все возможные подствольные гранаты. Хоть ассасинки и круче военных, они тоже боятся взрывов. Поэтому я просто бегу до рычага, полностью игнорируя их и откидываясь гранатами во все стороны, в надежде, что они проигнорируют меня. Посмотрев катсцену с избиением Гордона, я теряю все свое оружие и патроны. Поэтому игра на некоторое время снова превратится в симулятор банни-хопа. Можно будет все просто пропрыгать. Ну да. Очень печально, блядь, он закончился, мега печально. Лишь на секунду я отхожу от курса, чтобы подобрать из этих ящиков подствольные гранаты. Хоть автомата у нас и нет, но патроны уже можем хранить в кармане. Это место куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Сразу 3 разных угрозы. Во-первых, горелки над водой могут меня немного поджарить. Во-вторых, мне надо будет проплыть через ножи. Ну и в-третьих, этот заплыв слишком длинный, и кислорода хватит впритык. Поэтому надо быть внимательным и не застревать, чтобы не начать задыхаться. Приплыв, я вновь получаю револьвер и рюкзачки. Надо быстро избавиться от этого булсквида до того, как он успеет в меня плюнуть. А потом надо продолжать не спеша двигаться по этим конвейерам. Было бы очень глупо умереть из-за спешки на простых статичных ловушках. Вот это еще один момент, о котором многие забывают, когда думают о челлендже без урона. Разработчикам планировалось, что игрок будет двигаться вперед по конвейерам и рано или поздно приедет в печь. Но печь гарантированно наносит урон, поэтому единственный способ избежать попадания в печь – это идти против движения конвейера. На выбор есть 2 места, где можно это сделать. Две мины, блокирующие проход, дальше в целом можно перепрыгнуть, но это рискованно, поэтому одну из них я взорву издалека выстрелом из револьвера, а вторую взрыв пакетом. Ну и последние ловушки в этой главе не особо страшные. Вот тут важно не упасть в самый низ, а медленно скатиться по наклонной поверхности. Сразу после этого страшное начало новой главы. На выходе из вентиляции меня ждет сразу 5 хаундаев. Ломиком я не успею перебить всех, а патроны на пистолет мне понадобятся дальше. Поэтому тут нужен очень меткий и осторожный бросок сишки. Такой, чтобы задеть как можно больше собак, но при этом, чтобы не задеть себя самого. Поэтому я бросаю сишку и сразу прячусь за собачью клетку, которая заблокирует взрывную волну. Оставшихся же после взрыва собак я смогу добить ломиком, пока они в замешательстве.
Военных в холле надо успеть надамажить в определенный момент, чтобы они себя каждый раз вели одинаково. Поэтому я спешу к ним и издалека даю по 2 выстрела на каждого. За счет этого я наконец обратно получаю возможность использовать ППшку и дробовик. Ну, если честно, довольно-таки в жопу меня трахают. Ну, береты тоже уважается. Я уже в супер глупых местах получаю урон, лисенок. А в следующей комнате из клетки достаю еще и арбалет, он мне очень пригодится. А как же береты М9? Эйстинтал. Арбалет стреляет бесшумно, поэтому теперь я могу делать стелс-киллы и не привлекать внимание соседних врагов. Ну, раньше. Сейчас С помощью мин здесь я проворачиваю забавную схему. Сначала первой миной я блокирую обе капсулы с грантами. Не спрашивайте, почему блокирование одной камеры блокирует обе. А вторую мину я цепляю прямо у двери с военными, чтобы они первым же делом сами себя взорвали, когда увидят меня. Арбалет крайне важен еще и потому, что он избавляется от военных всего за одно попадание в любую часть тела. слишком... Заранее зачищаю крабов в этом коридоре, потому что они в любом случае бы выбрались, когда я вел ученого в холл. Поднявшись наверх, я активирую бой солдат с буллсквидами и даю им перебить друг друга по возможности. Это экономит патроны и уменьшает шанс получить шальную пулю. Да, есть такое. Вечно стрелял из масинки? Прикольная хрень, если неправильно. Подствольник помогает справиться с оставшимися военными на этаже. Ща к вам маски. А хаундаи теперь не представляют угрозы. ППшка не даст им времени среагировать. Я подбираю таупушку и включаю все лазеры, чтобы пройти к ученым, которые мне откроют выход из комплекса. Делаю я это с помощью лазеров, потому что спидранерский скип избавляется еще и от ловушки с ножами. Она не такая уж и сложная, но прикольно пройти так, как предполагал разработчик. Здесь в целом нет ничего страшного, но когда игрок падает на коробку, то уровень сменяется, и игрок на время теряет управление. Поэтому это надо учитывать, чтобы случайно не упасть в самый низ и не получить урон от падения. Когда я остановил ножи, путь в холл наконец свободен и можно отвести ученого к сканеру. В холле в этом углу еще в какой-то момент появляется очередной военный. Сразу после выхода из комплекса меня за углом ждет солдат и еще на крыше 2 турели. За поворотом начинается самая длинная глава в игре — Surface Tension. Если честно, то это была самая сложная глава челленджа, потому что именно в ней наибольшее количество военных и всяких абсурдных моментов. Поэтому она каждый раз была ультимативным тестом моей терпеливости. Буквально каждый раз что-нибудь дошло не по плану. Прямо с самого начала главы меня за углом ждет 2 солдата. Их очень легко отстрелить в плечо, потому что они не агрятся, пока я не выйду на них. Бля, мне секрет уже И вот тут сразу что-то пошло не по плану. Я не уверен, почему именно, но следующие 2 солдата увидели меня до того, как я смог в них безопасно выстрелить. Мне очень повезло, что выстрелы второго из них не попали в меня. Это просто чистая удача. Вообще, вот тут на дамбе можно сразу как спидранер спрыгнуть вниз каньона, и это даже довольно безопасно. Но я не хотел сам себе облегчать прохождение, поэтому прохожу тут, как предполагал разработчик. Очередной забавный факт: многие игроки проходили эту игру много раз и не знают, что можно уничтожить вертолет, чтобы он не мешал. Мне донатер закинул деньги, сказал, закажи футболку HEV. Покончив с ихтиозавром, я включаю сброс воды дамбы и спускаюсь под воду, чтобы перебраться на ту сторону через слив. Но для этого мне надо открыть решетку вентилем. Это занимает довольно много времени. Если быть совсем точным, то открытие решетки и проплыв тратит весь кислород. Если бы я оставался в воде еще хоть секунду, то тогда Гордон начал бы задыхаться, и я бы потерял ХП. Еще один вертолет сбивается заранее заряженной тау-пушкой. Эти вертолеты заставили меня потратить значительный запас патронов, поэтому на секунду мы заходим в секретный уголок и подбираем радиоактивные ящички. Перед тем, как пройти дальше по сюжету, мне необходимо повернуть вентиль. Но прямо перед ним меня ждет очередная засада. Всех сразу без урона убить слишком сложно, поэтому я использую арбалет и по одному отстреливаю всех, оставаясь при этом незамеченным. Мне особенно нравится вот этот выстрел под камнем.
лучший бро и лучшая тямочка. Это хуёвый выбор, не знаю, Дейзер. При условии, что никто из них не обидится. Для большей иммерсивности разработчики вдоль всего каньона сделали места, где обваливается край, когда игрок подходит слишком близко. Чтобы как бы создать ощущение, что ты и правда на краю пропасти. Типа... Проблема в том, что этот обвал наносит единицу урона по броне, поэтому желательно на этот момент в игре тоже не иметь брони прямо как у холодильника. Небольшим страшным прыжком я обпрыгиваю невидимую стенку и полностью скипаю еще один файт с вертолетом. Вот здесь, на самом верху, в трубе меня ждет скримерский хедкраб, который запрограммирован прыгать на игрока, только если игрок смотрит на самого краба. Это сделано для того, чтобы он не прыгал в игрока, когда тот стоит спиной к трубе. А я пользуюсь этим и безопасно проползаю спиной по трубе. В трубе сменяется уровень, и в этот момент надо быть в середине трубы или подпрыгнуть, чтобы не застрять в текстуре при смене уровня. Поскольку я не могу загружаться, застрять здесь для меня это смерть. Сразу после этого идет один из самых опасных моментов. К сожалению, нет простого и безопасного способа пройти этот сегмент, поэтому, забившись в угол, я осторожно отстреливаю врагов по одному. После перестрелки на земле остается много лишних патронов на автомат, поэтому именно их я трачу на танк. Я бы переустанавливал игру, Дейзер. На новой системе бы играл. Нет. Подходя к заминированному зданию, я встречаю своего первого гранта. Они стреляют самонаводящимися мухами, но мухи эти летят не очень быстро и не всегда идеально магнитятся. К тому же у меня теперь есть тау-пушка, поэтому гранты сильно менее страшные, чем военные. Чтобы попасть в это здание, мне надо его полностью обойти, но на пути меня будут ждать обваливающиеся кирпичи, снайперы и заминированное поле. Блять. Поэтому красивым прыжком я все это скипаю. В самом здании нет ничего особенно интересного, надо просто не спешить и случайно не упасть в лазер. Спустившись вниз, я дюпаю гаусс-патроны, но в целом это не обязательно, просто приятно иметь небольшой запас. После этого начинается очередной напряженный сегмент. По сюжету именно сейчас начинается активная фаза конфликта, и по пути дальше будет много военных с грантами, поэтому надо быть крайне осторожным. Придется потратить довольно много подствольных гранат, но это единственный способ гарантировать безопасный проход, поэтому я не экономлю. По пути еще зайду в оружейную, соберу все, что можно. Распугав всех военных гранатами и пройдя дальше, я останавливаюсь в проходе прямо перед триггером и с помощью РПГ взрываю ворота, которые по сюжету надо вообще-то взрывать стационарной пушкой чуть дальше. Идея состоит в том, чтобы открыть ворота и пролететь мимо всех на ускорении от гаусс-пушки, чтобы пропустить драку грантов с десантниками. Здесь я издалека активирую драку и жду, пока враги перестреляют друг друга, и лишь потом спускаюсь вниз. В вентиляции меня ждет гнездо снарков. Здесь я не буду рисковать и просто активировав их, подожду, пока они сами лопнут. В процессе этого челленджа я узнал, что оказывается, когда у тебя забагано C4, то и снарки тоже багаются. Поэтому тут я разбагиваю сишку перед тем, как подобрать снарков, которых я собираюсь использовать прямо сейчас для отвлечения внимания военных.
Теперь в моем распоряжении еще и имеются самонаводящиеся мухи, поэтому я никуда не спешу и устраняю ими военных за стеной. Здесь за воротами меня ждут гранты, выстроившиеся в ряд. И вот с ними на самом деле очень много проблем. Дело в том, что в зависимости от того, успеет ли меня увидеть первый из них, зависит поведение остальных. Но показываться ему на глаза опасно из-за самонаводящихся мух. Поэтому тут нет хороших вариантов. Лучшее, что я придумал, это выстрелить из-под ствола в дверь и сразу же взорвать ворота так, чтобы как только ворота исчезли, Грант меня увидел и ему в лицо моментально прилетела подствольная граната. После чего, по идее, остальные гранты по одному будут подходить к двери и умирать от следующих выстрелов из пушки. Но, как обычно, что-то пошло не так. Последний грант по какой-то причине решил остаться в коридоре, а когда я подошел поближе, проверить, все ли умерли, он вдруг снова включился в игру и выстрелил в меня до того, как я успел среагировать. Это уже третий вражеский снаряд, от которого я увернулся лишь чудом. Здесь я тоже аккуратно избавляюсь от врагов из-за угла взрывчаткой и мухами. Но и тут снова что-то пошло не так. Один из солдат забагался и не сыграл анимацию. А в Half-Life, если NPC надо сыграть какую-то анимацию, то сколько бы он ни получил урона, он не умрет, пока не дойдет до нужного места и не сделает то, что надо, а потом сразу упадет замертво. Я об этом знал, но никогда не встречал этой ситуации с этим военным, поэтому был в замешательстве и не совсем понимал, что здесь происходит. Тут надо очень аккуратно упасть, чтобы не получить урон от ломающегося ящика. Разработчики придумали здесь классную сцену с тем, как в игрока кидают C4, и он должен спрятаться под водой от огненного шара от взрыва. Но вместо того, чтобы бежать назад, я наоборот бегу вперед, тем самым скипая взрыв. Так еще и получая возможность застрелить этого военного до того, как он включит свой ИИ. Персонаж должен какую-то анимацию сыграть. Здесь я использую забавный сетап. Подствольной гранатой я одновременно взрываю солдата в углу и пугаю охранника сверху так, чтобы тот прибежал ко мне вниз, и я не тратил время на его кат-сцену. Игнорируя Гаргантюа, я просто бегу дальше. Взрываю ворота в бункер и проползаю по краю карты. Смена уровня и загрузка в неудачный момент заруинили мой бэхоп, поэтому тут я не успел пропрыгать мимо падающего камня. Но мне не обязательно ждать, пока все камни упадут с потолка. Разработчик планировал, что тут будет забавная механика с падающими кусками потолка, от которых игрок будет уворачиваться. Но в целом можно это скипнуть, просто запрыгнув на первый камень и протиснувшись дальше. Ветник 1, спасибо, что вошел, спасибо, что написал чат. Вообще тут мне надо двигаться налево через шестеренки какого-то большого механизма, которые могут меня раздавить. И при всем при этом я еще должен буду уклоняться от горячего пара и пиявок. Но в целом даже там можно пройти без урона. Вот примерно так. Но вместо этого я просто ставлю растяжку и перепрыгиваю решетку вот здесь. Высоковато. Наверху меня ждет танк и два военных. Первого я успешно по стелсу устранил из арбалета, но я немного поспешил и слишком сильно высунулся из-за скалы. Второй солдат меня заметил. Я немного запаниковал, но успел среагировать и выстрелить гранатой, что отвлекло военного и дало мне в свою очередь возможность убить его без урона. Медленно и методично я стреляю в танк ракетницей, заранее выключив лазер наводки. Да, кстати, многие игроки проходят игру, так и не осознав, что можно выключить наводку на РПГ, чтобы сразу после выстрела можно было бы зачем-нибудь спрятаться.
К этому моменту на стриме я уже давно выключил ТТС в своем чате, чтобы зрители не спамили мне в ухо сообщениями. Но заказ музыки от зрителей все еще работал, поэтому я слушал и подпевал говновоз. Говновоз, говновоз. Привет, батя, дрочишь? Танков в игре дальше нет, поэтому я не экономлю оставшиеся ракеты и трачу их на ближайших военных. Долго и мучительно, но без риска я зачищаю следующую комнату мухами. А перед тем, как тут взорвать ворота и вызвать очередную волну инопланетян, я устанавливаю растяжку, с помощью которой я взорву Гранта, который тут появится, потому что на глаза ему попадаться слишком рискованно. Начиная с этого момента, остальных Грантов я буду убивать только заряженной гаусс-пушкой, лишь на секунду выходя из-за угла, чтобы разрядить ее во врага, чтобы те не успели выстрелить в меня. Вот тут очень интересная заготовочка. С помощью креативной мины я перепрыгиваю решетку здесь и таким образом скипаю почти всех ассасинш. Лишь одну из них мне придется взорвать здесь наверху. Но что-то пошло не по плану, и я недостаточно зарядил гранату, поэтому ассасинша успела убежать до взрыва. Правда, это не сильно повлияло. За счет запасных подстолов я смог пройти мимо них незамеченным. И они, ну, там вот это место, как я выбрал, я, кстати, подстволы все закрыл. Перед тем, как продолжить путь дальше, мне придется включить два насоса, чтобы затопить реактор и заплыть на верхние уровни лаборатории. Но если что, я могу что-то другое заюзать. Мне не обязательно именно под стволами Гонорк убивать. По идее... В целом тут нет ничего страшного. Осторожно из-за угла заряжаю гаусс и убиваю всех Грантов, потому что наизусть знаю все их места спаунов. Задача этих тянучек зачистить солдат, которые зачищали ученых. На секунду отклонившись от курса, я захожу к этому ученому и подбираю всевозможные патроны. Затопив реактор, я не спешу подниматься на лестницу и делаю кое-что очень странное на первый взгляд. Дело в том, что на той половине реактора, где находится лестница, лежит триггер, который запускает взрыв реактора, после чего опасные лазеры будут стрелять во все стороны. Но чтобы этого не было, я строю свою опасную лестницу из мин и аккуратно по скользкой наклонной поверхности обхожу триггер, тем самым полностью скипая сегмент с лазерами. На складе, снова с помощью мины, я скипаю довольно страшный коридор с вартигонтом и несколькими грантами. Тут немного сложно объяснить, куда я иду, но в двух словах, один из порталов головоломки телепортирует сюда как в неправильное место, и отсюда можно вернуться к началу лабиринта из порталов. Сам лабиринт я прохожу по-честному и не скипая отдельный уровень с финальным порталом.
Посмотрев длиннющую катсцену, я получаю прыжковый модуль и иду в зал с телепортом в Зен. В целом не так сложно тут подраться с контролерами, но это ужасно долго и мне просто лень ждать. Я скипаю драку, прыгнув в портал, выстреливая мухами, которых убьет вместо меня. Глава Зен в целом очень короткая и не особо интересная. Просто парочка опасных прыжков, важно лишь знать, с какой платформы на какую можно прыгать, чтобы не получить урон. Гонорк тоже не очень интересная, надо лишь дамажить ее, когда она подходит на контрольные точки. Но вот под самый конец здесь надо немного поспешить и спуститься вниз до того, как это сделает она. Тут на спуске я чуть было не получил урон от падения и лишь кое-как успел потереться об стенку, чтобы сбросить скорость. Дальше вместо того, чтобы драться с Гонорк, я взорву пол, который по сюжету ломается, когда Гонорк умирает. У этого пола очень много здоровья, поэтому придется потратить чуть ли не всю взрывчатку, которая у меня есть, и отойти подальше перед самим взрывом. После этого портала начинается интерлопер. Слева в трекере в списке глав можно увидеть, что в мой лучший заход я получил 2 урона именно в этой главе, поэтому тут я начал нервничать. Заехав наверх с помощью этого столба, я спрыгиваю на одного из скатов и скипаю этот остров. Из-за того, что я нахожусь на движущемся объекте, но при этом сам стою, контролер не может в меня попасть. В Black Mesa эта часть сюжета показана лучше. Дело в том, что вартигонты находятся в рабстве. Вообще же им не интересно воевать с Гордоном. Они это делают только тогда, когда им приказывают. В этой же части завода нет контролеров и грантов, которые могут им приказать, поэтому они меня не атакуют. И я даже использую одного из них как платформу для прыжка повыше. Спускаюсь очень аккуратно, чтобы не получить урон от падения. И теперь я попадаю в ту часть завода, где летают контролеры, поэтому с вартигонтами снова приходится файтиться. Ломая эти бочки мухами, я блокирую место спауна для грантов. Эта комната — последняя комната с врагами, если не считать босса. Тут их очень много, поэтому мне надо быстро двигаться и метко стрелять. К сожалению, об одном из вартигонтов я забыл, поэтому чуть не получил выстрел в спину. Я забыл про одного из них. На этих лифтах из-за большого количества кадров можно застрять, поэтому я обычно спрыгиваю с них немного заранее. И тут я поспешил, мне еле хватило высоты на последний прыжок. Нихилант атакует игрока только если смотрит на него лицом. Зная эту фишку, я закручиваю Нихиланта. И из-за его медленного поворота он никогда меня не догонит лицом, что сильно упрощает файт. Все, я включаю ТТС.
Спасибо за ГГ, парни, спасибо за ГГ. Вы Витюня, привет, спасибо большое, что зашел, спасибо, что написал в чат. Привет, Аллан, спасибо, что зашел, спасибо, что написал в чат. Вот как-то так в прямом эфире, насколько мне известно, первый в мире, я прошел весь Half-Life без единицы урона, без сохранений. И все одним сегментом. Это приключение заняло у меня пару сотен часов на разработку стратегии и тренировки. И еще хрен знает, сколько времени ушло на создание этого видео и прокрастинацию во время создания этого видео. Поэтому всем вам, кто досмотрел это видео до конца, я жутко благодарен. Спасибо большое за просмотр. Отдельное огромное спасибо всем тем, кто сидел и смотрел в прямом эфире, болел за меня. Также, если вы здесь новенький, вы тоже можете заходить ко мне на Twitch и становиться свидетелем того, как я делаю такие штуки в прямом эфире. Отдельный привет Макворму, как инициатору этого челленджа. Если бы не он, этого точно не случилось. В общем, всем спасибо большое за поддержку. Все, я устал, вы мне надоели. Всем пока.